Опа! Сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам с новым переводом. Он вам, насколько я помню, полюбился. И это Сэм Скотт Thorne, учитель по вокалу из Глазго. И у меня только одна просьба к вам, ребята. Только одна просьба. Пожалуйста, досмотрите это видео от начала до конца без перемоток. Пожалуйста. Это займет у вас всего лишь 13 минут, плюс-минус. Давайте начнем. Привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сэм Скотт Thorne. Я учитель по вокалу в Глазго. Если вы хотите взять у него уроки, то вы можете посетить его веб-сайт. Значит так, моему мозгу нужно было взбодриться. И я подумал, что лучший способ это сделать, так это послушать то, что я не смогу объяснить. И поэтому мы это сделаем и послушаем Димаша с песней Hello. И я надеюсь, что это песня Лионеля Ричи, потому что я обожаю эту песню. В любом случае, давайте начнем. Это сердцебиение заставляет меня нервничать. Okay. Yes. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Oh, okay, so. Он начал петь очень-очень легко и очень-очень мягко. Щитовидный хрящ остается вертикальным. Когда мы разговариваем, наш щитовидный хрящ так и держится. Но в конце вы могли услышать, что он немного наклонил и получил это вибрато. Sometimes see you pass outside my door. Он хорошо наклонил хрящ, и получилось так, будто он катится. Здесь много придыхания, и это означает, что через его связки проходит очень много воздуха. И в итоге вы получаете этот мистический голос на придыхании. И здесь он излучает такие сокровенные ощущения, и это мне нравится. Hello, isn't he you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in his smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Какое искусное использование шарабаса. And my arms are open wide. В этом случае ваши связки, они очень расслаблены, и поэтому проходит больше воздуха, создавая беспорядочный как бы узор. Я реально насладился тем, как он начал петь эту песню, потому что я знаю, на что Димаш способен. Я знаю, какие безумные вещи он может делать своим голосом, и я думаю, что он это и сделает. Но тот факт, что он так сильно сдерживает свой голос, это невероятно. Многим людям очень сложно сдерживать себя, особенно когда у них такие громкие, большие голоса. И тот факт, что он может это делать, как бы мы знали, что он может. Слова у меня закончились. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. That tilt. Он сделал риф вот так. Так круто! Он просто так сильно сдерживается. Я думаю, что-то грядет. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door.
здесь он начинает повышать ставки. Все становится более таким оперным, и он добавляет назальный звук, что очень эпично. И это создает маленькое пространство над вашими связками, и у вас появляется глотальное давление. И этот способ как бы более целенаправленно выталкивает воздух. И в итоге в голосе слышится больше звона. Он также опирается на это, чтобы сделать свой голос еще мощнее. Я думаю, это все только набирает обороты. Мне нравится, как он добавляет плач в конце своих фраз. И тот факт, что в его микрофоне очень много реверберации, получается такой эффект эха. Из-за всего этого все получается очень красиво, и тон как бы плывет. Ах, круто. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and I know just what to do. And I want to tell you so much. Oh, I need. Oh my god. Ah! Был один момент, которым я очень сильно насладился, и это тогда, когда он пел в более высоком регистре с утолщенным звуком, и поэтому его связки тоже утолщались. Тогда он как бы отпустил это утолщение, и все стало, наоборот, зауживаться, и поэтому звук становился более легким. И это происходило постепенно, и это было просто невероятно. И иметь контроль над тем, насколько утолщены или заужены ваши вокальные связки в такой высокой части регистра, это нелегкое дело. Когда мы поднимаемся вверх, наши связки становятся узкими, потому что они растягиваются и соприкасаются только в одной части. А при утолщенных связках это происходит в 2 слоя. И кажется, что у него есть способность держать эти утолщенные связки до самых верхов своего диапазона. И когда ему понадобится, он может это с легкостью поменять. Он просто удивителен. И снова же, я могу останавливать это видео каждые 2 секунды, но думаю, после этого все начнут меня ругать. Просто с таким голосом есть очень много вещей, которые можно обсудить. И я могу провести целый день, просто слушая это одно выступление. Watching you is watching you. Bad punch. What? Окей, я постараюсь что-нибудь сказать. Значит, он тянет свой голос на очень высокий регистр для мужчин. Но в нем все же много этого проецируемого качества. И я думаю, это из-за назального звука. Об этом мы уже говорили. И когда вы добавляете назальный звук, который в чистом виде может звучать как плач ребенка. Примерно такой звук. И здесь создается частота между 2 и 4 килогерцами. И это резонирующая частота вашего ушного канала. Поэтому это звучит очень громко и очень пронзительно. Но при этом для поющего не требуется больших усилий, чтобы протолкнуть свою гортань в это место. Я думаю, что он это и делает. Ну как бы вы же просите меня сделать обзор на инопланетянина. И поэтому, кто знает.
What? 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 Что там случилось? Это было полнейшим безумием. Думаю, мой самый любимый момент — это тогда, когда он в одном переходе исполнил свои рифы. Звучало так, будто это место было проникнуто культурой. Я не знаю, к какой части света я бы это отнес. Но здесь были элементы Среднего Востока, были также восточные элементы. Ты же только что сказал средневосточный, а потом сказал восточный. Я не знаю, может быть, что-то тибетское, но в любом случае это было просто великолепно. Я уверен, что в казахском стиле пения есть что-то подобное. Почти как тихое пение. Было что-то вроде грустного йоделя. Я говорю про очень много разных вещей и не объясняю их, не так ли? Но это и происходит, когда вас заставляют слушать вот такого артиста. А потом спрашивают, что происходит? Ха-ха-ха-ха, мой мозг не работает. Кстати говоря, то, как он начал песню, и то, как он закончил песню, они были похожи. Он вернул все в мягкое пространство. И если вы знаете, если вы смотрите мой канал, это мое самое любимое. So, I can't. Итак, это... Да, дамы и господа, Димаш. Значит, вот эта часть для моих самых преданных подписчиков. Если вы смотрите и слушаете мои переводы до конца, то в своем комментарии в конце поставьте плюсик. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.